Всем привет! Сегодня у нас расклад совет от хранителей рода. Будет короткий, по 2 карты, и давайте начинаем. Итак, единички. Но, знаешь, по этим картам хранители рода говорят, что хватит на части разрываться. Ты сейчас как женщина, которая одновременно и борщ готовит, и стирает белье, и делает уроки с ребенком, и отвечает там по работе, еще и выглядеть красиво для мужа пытается. И все это вместе. И ты думаешь, что если будешь везде успевать, то вот все тебя будут любить и ценить. Но нет, ты просто убиваешь себя, больше ничего. И вот хранители рода, они видят, как ты вот каждую ночь ворочаешься в кровати, да, как прокручиваешь в голове там, что ты делать завтра будешь. Переживаешь о том, что ты сегодня не успела. Планируешь, как завтра наверстать. Ты засыпаешь с мыслями о работе и просыпаешься с мыслями вот о работе и о домашних делах. У тебя просто нет минуты покоя даже. Понимаешь? И вот хранители рода, там, у которых некоторые там по 7 детей растили без стиралки, без памперсов, они смотрят на тебя и головой качают. И говорят там: я работала в поле от зари до зари и спала как убитая, а ты чего мучаешься? У тебя вон техника есть, помощники есть, а ты сама себе жизнь усложняешь. И знаешь, в чем твоя проблема? Ты боишься кого-то разочаровать. Ты боишься, что там или начальник подумает, что ты плохой работник, да? Что муж там решит, что ты плохая жена. Что дети почувствуют, что ты там плохая мама. Нет. И вот ты вот так думаешь и стараешься для всех идеальной быть во всем. Но идеальных же не бывает. И вот хранители рода, они советуют тебе научиться говорить «нет». Не можешь остаться на работе допоздна — говори прямо. Не можешь там, не успеваешь борщ приготовить — покупай готовый. Не можешь помочь подруге там с чем-нибудь — отказывайся. Ты не обязана всем помогать. Ты не обязана всех спасать. Ты не обязана за всех отвечать. Делегируй. Муж может и сам свои носки постирать. Дети могут сами игрушки убрать свои. Коллеги могут сами решить свои проблемы. Ты не центр вселенной, и мир не рухнет, если ты что-то не сделаешь. И знаешь, самое главное, хранители рода говорят: научись отдыхать. Там в баню ходи, парься, как твои предки. С подругами болтай. Понимаешь? А ты вот когда в последний раз вообще один день ничего не делал? Вот когда? Ну, там хотя бы вот просто лежала и сериал какой-нибудь смотрел целый день. Вот хранители рода говорят, что перестань бегать, как угорелая. Замедлись, научись получать удовольствие от процесса, а не только от результата. Когда вот готовишь, наслаждайся запахами, да, там чего-нибудь там придумай, там какую-нибудь перчинку добавь. Когда убираешься, например, музыку включи, пританцовывая, убирайся. Когда работаешь, то перерывы на чай делай, понимаешь? Не загружай себя.
Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки, двоечки. Ну, хранители рода тебе говорят, что пора рожать детей. Ты уже созрела как женщина. И у тебя есть все нужное для материнства. И мудрость, и терпение, и любовь. И вот хранители, они видят, что ты готова дать жизнь новому человеку и стать настоящей матерью. Не только там биологической, да, а вот именно той, которая воспитает вот человека достойного. Понимаешь? Ты свой личный цикл развития уже закончила. Получила там образование в институте, поработала, познала себя, пожила для себя. Теперь пришло время на новый уровень идти. То есть стать продолжительницей рода. И вот твои предки ждут, когда ты дашь им возможность переродиться в твоих детях, понимаешь? И знаешь что вот? Все твои страхи по поводу денег, по поводу работы, свободы — это все ерунда. Хранители рода прошли и через войны, и через голод, и там репрессии. Детей рожали в землянках, там кормили там травой, можно сказать. Растили без отцов. И ничего, вырастили достойных людей. А ты боишься, что там денег на коляску не хватит. Знаешь, твои предки там рождали по 12 детей. Ну, не за раз, а вообще. Не все выживали, это правда. Но те, кто выжил, стали сильными людьми. Потому что росли в любви, а не вот в этих тепличных условиях. А вот ты думаешь такая, нужно сначала там 3-комнатную квартиру купить, потом машину, потом миллиард на счету накопить. Это все бред. Хранители тебе говорят, что дети же не обуза, это радость. Да, первые годы тяжело будет. Мало спать будешь, много там стирать, постоянно переживать, но потом ты поймешь, что это лучшие годы в твоей жизни будут. Когда там малыш первый раз тебе улыбнется, когда скажет «мама», да, в первый раз, когда там обнимет. Вот это моменты, за которые стоит жить. Еще дети дают смысл в жизни. Вот сейчас ты работаешь, чтобы там деньги зарабатывать и потратить их на себя. А когда дети будут, ты уже будешь работать, чтобы дать им лучше. И это вообще другая мотивация. Поэтому ты станешь сильнее, там, мудрее. И не бойся, что ты фигуру испортишь, потому что я прям ясно вижу, что ты боишься испортить свою фигуру. У тебя родственники и 7 этих, как его, 7 детей рожали, и то хорошо выглядели, лучше, чем современные девочки. Потому что что? Потому что счастлива была. А счастливая женщина, она всегда красивая. Морщинки от улыбок красивее, чем гладкая вот эта, но грустная кожа. И вот хранители рода, они тебе обещают, что они будут помогать тебе расти детей. Будут подсказывать там, как лечить, как воспитывать, как любить. Ты не одна в этом деле. За тобой стоит поколение матерей, которые знают все секреты материнства. Поэтому хватит откладывать. Время рожать пришло. Хранители уже выбрали себе, как сказать, души, да, которые хотят к тебе прийти. Поэтому не заставляй их ждать. Троечки-затейницы. Знаешь, хранители рода тебе говорят, что вспомни, о чем ты в детстве мечтала. Да, вот прямо так. Когда тебе было лет 7, вот так, 8, у тебя была мечта заветная. То ли балериной стать, то ли художницей, то ли вот писательницей. То есть ты верила, что обязательно этим будешь заниматься, когда вырастешь. А потом взрослые сказали тебе, ну, дочка, это несерьезно. Нужно выбрать что-то там, что-то практичное. И ты послушалась. Пошла учиться на бухгалтера, на экономиста, на юриста, то есть то, чего ты не хотела. Устроилась на стабильную работу, там, зарабатываешь нормальные деньги, живешь как все. Но душа твоя грустит.
потому что ты свою детскую мечту предала. А хранители рода как раз и говорят, что зря. Они видят, что внутри тебя до сих пор живет вот эта маленькая девочка, которая хотела творить, которая хотела создавать красоту. Возможно, животным помогать. Вот эта маленькая девочка, она жива, она, знаешь, она просто спряталась глубоко в душе у тебя. И вот теперь пора ее освободить. Понимаешь? Хранители рода, знаешь, советуют тебе с малого начать. Не нужно сразу с работы увольняться и поступать там в художественный институт. Начни заниматься своим хобби там по вечерам, на выходных. Если хотела рисовать там, купи краски, эту, как его, бумагу, как называется-то бумага, холст. Если хотела писать, то блог заведи какой-нибудь онлайн. Если хотела танцевать, запишись на курсы. И вот тогда детская радость, она к тебе вернется. Ты вспомнишь, что такое настоящее счастье, когда вот делаешь то, что любишь. Понимаешь? И когда, кстати, делаешь то, что ты любишь, время же незаметно бежит, усталости нет, есть удовольствие от самого процесса. Вот этого тебе сейчас не хватает. И знаешь еще, хранители рода, они обещают, что вот это увлечение твое, да, оно тебе деньги принесет. Вот я по-другому скажу. Сначала ты просто, например, там блог заведешь, да, какой-нибудь, или там YouTube-канал, или там картины писать начнешь. Ты это сначала начнешь делать для себя, там, для отдыха, но потом ты сможешь монетизировать это. То есть картину нарисовала, продаешь. Пишешь там блог, да, там книжку напишешь, книги делай. Понимаешь? Если танцевать любишь, когда научишься, веди мастер-классы. Понимаешь? Люди, они готовы платить за то, что сделано с душой. Поэтому потом ты это все монетизируешь. И знаешь, не слушай вот этих паразитов, которые вечно говорят, что там поздно для тебя начинать, не поздно. У тебя вон прапрабабушка пела как красиво, да, на семейных застольях в свои там 70-80 лет. Возраст — это просто цифры. Главное, что у нас? Желание и вера в себя. И вот хранители рода говорят, что детские мечты — это послание от них. Они в тебя вложили талант, а ты его зарываешь в землю. Пора, как говорится, откапывать и использовать. Не для денег, не для там славы, для души. Потому что только вот любимым делом занимаясь, ты станешь по-настоящему счастливой, понимаешь? Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик. Извиняюсь, подавился. И помни, что дед всегда рядом.